Как часто в своей жизни мы испытываем потребность в том, чтобы каким-то образом психологически повлиять на человека? Нет, здесь речь вовсе не о манипуляции людьми, а о том, чтобы, например, расположить к себе собеседника, понравиться кому-то, смягчить чей-то гнев или успокоить кого-то, найти общий язык с коллегами по работе или партнерами по бизнесу, ну и о других подобных вещах. Я уверена, что с чем-либо подобным сталкивается и еще не раз столкнется каждый. В этом видео я поделюсь с вами интересными психологическими трюками и приемами. Главная их ценность в том, что они действительно работают и помогают добиться нужного результата. Некоторые из них, конечно, напоминают манипулятивные техники, так что я советую вам использовать их только с благими целями, а не для бесконтрольного управления другими людьми. Интересные психологические приемы. Еще одно небольшое дополнение к вступлению. Зная психологические приемы, о которых я расскажу, вы сможете не только сделать свое общение с людьми более эффективным, но и повысите свой уровень психологической защищенности. Ведь многие из приведенных приемов часто используются окружающими в отношении вас самих. Все они уже множество раз проверены на практике и доказали свою эффективность, а значит, и пользу от них вы получите в самых разных ситуациях. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего интересного. Давайте же начнем. Чтобы казаться окружающим более уверенным, искренним и расположенным к общению человеком, используйте открытые позы и жесты. При общении люди подсознательно воспринимают невербальные сигналы общения, и, зная об этом, произвести нужное впечатление гораздо проще, чем мы думаем. Держитесь расслабленно, не скрещивайте руки и ноги, пожимайте руку, немного показывая ладонь вверх и так далее. Этот прием полезно использовать в отношении себя самих, когда нет мотивации выполнять какую-то работу. Мозг часто обманывает человека, вызывая в нем нежелание чем-либо заниматься и заставляя лениться. Зная об этом, вы легко переключитесь с лени и прокрастинации на активность. Скажите себе, что позанимаетесь чем-то всего 10 минут. Вероятно, вы даже не заметите, как втянетесь в работу и захотите продолжить дальше, чтобы довести начатое до конца. Суть этого приема с немного странным названием в том, что если вам нужно что-то от человека, сначала вы просите о чем-то большем, чтобы потом понизить свои требования. Основан он на одной психологической тонкости. Люди чаще неохотно соглашаются выполнить просьбу, а потом они гораздо быстрее идут на уступки, если данная просьба становится не такой обременительной. Так что если хотите взять отгул на пару дней, сначала попросите об отгуле на 2 недели. Подарки всегда приятны. Люди очень любят их получать, и даже пустяковый презент может оказать большое воздействие на человека. Когда хотите задобрить кого-нибудь или попытаться изменить его отношение к вам, сделайте этому человеку приятный сюрприз. К примеру, подарите небольшой сувенир – букет цветов или бутылочку хорошего вина. Люди склонны полагать, что если человек уверен в себе, значит он сильная и авторитетная личность. Лидер – тот, на кого можно положиться и кому можно доверять. Хотите, чтобы люди воспринимали вас всерьез, уважали и доверяли вам? Всегда, везде и во всем ведите себя так, словно вы точно знаете, что делать. Даже если что-то пойдет не так, люди сами вам помогут, совершенно не подозревая о ваших недостатках и небольшом опыте в каком-то деле. Эту психологическую особенность уже давно используют в рекламе, менеджменте, продажах, политике, бизнесе и других сферах деятельности. Людям никогда не хочется лишаться чего-то. Поэтому, если вы хотите придать значимость какому-то своему предложению, покажите его человеку так, чтобы он ощутил потерю. Кстати, не забывайте об этой хитрости, когда ходите по магазинам или смотрите рекламу по телевизору. Прием противоположный приему дверью по лицу. Смысл в том, что если приучить кого-то делать вам небольшие услуги, можно рассчитывать на то, что этот кто-то поможет вам в чем-то очень серьезном. Все просто. Человек привыкает помогать, от чего чувствует себя обязанным впоследствии. Чаще просите людей о маленьких услугах и незначительной помощи, чтобы потом смело попросить о большем. Когда хотите, чтобы человек сделал то, что вам нужно, предложите ему иллюзию, что он может выбирать. На самом же деле он в любом случае сделает то, о чем вы просите.
думая, что он сам решил это сделать. К примеру, если вы хотите встретиться с кем-то завтра, спросите: «Ты сможешь в 14 или в 19 часов?» С большой вероятностью собеседник выберет время, но не откажется. Аналогии с подобным выбором вы легко сможете привести и сами. Еще один прием, берущий за основу невербальные сигналы общения. Идея в том, что, общаясь с человеком, вы незаметно копируете его жесты и позы, чтобы сонастроиться с ним, глубже почувствовать его или же расположить к себе. Но, с другой стороны, можно использовать прием, копируя качества и черты человека – уверенность, остроумие, силу воли и так далее. Люди часто восхищаются тем, что есть в них самих, и видеть родственную душу им намного приятнее. Все мы помним не очень приятные ощущения во время неловких пауз при общении. И это ощущение можно использовать во благо себе. Дело в том, что неловкое молчание оказывает такое особенное влияние на всех собеседников. И если вы хотите узнать кого-то получше, понять мысли человека или просто заставить его поговорить, просто замолчите. Такая пауза вызовет у собеседника чувство неловкости, и он невольно будет стремиться от него избавиться, заполняя эту паузу. Друзья, вот такие вот 10 психологических приемов у нас получились. Если данная тема вам интересна, ставьте лайк, и я обязательно запишу для вас вторую часть.